Всем привет! Сегодня я хочу посеять семена огурцов в опилках. Опилочный грунт, он очень воздухопроницаемый, поэтому семенам будет комфортно при прорастании. Огурцы у меня не знаю какие. Нашла семена, которые остались с прошлого года. Боюсь их высаживать в грунт, так как они могут не взойти. Это прошлогодние семена. Решила посеять их в опилках и посмотреть, сколько взойдет. Названия не знаю. Партенокарпический самоопыляемый гибрид, ну и так далее. Прежде чем высаживать огурцы в опилки, необходимо пролить кипятком. Проливать пару раз. Опилки должны быть из натуральной древесины, из натурального дерева. Ни в коем случае не берите опилки, которые используются на мебельных фабриках. После распилки ДСП, ОСБ, те опилки содержат клей, который очень вреден растениям. Проливаю второй раз. Это нужно для того, чтобы убрать все смолянистые вещества, которые находятся в опилках. После того, как опилки немножко остынут, слить водичку, и можно набирать опилки в формочку, в которой будут прорастать семена. Водичку я уже слила. При пересадке можно нарушить корни, а опилки с большой легкостью отдают росточки с корнями, не нарушая их. Набрала я примерно 3 сантиметра. Опилочки у меня слегка влажные и теплые. И раскладываем по всей поверхности семена огурцов. Лучше сеять или острым носиком в грунт, вот так, или класть на ребро. Для прорастания им будет так лучше и удобнее прорастать. Я кладу на ребро. Я почему захотела посадить таким способом? Хочется вырастить огурцы немножко раньше, хотя бы несколько кустиков, и кушать уже свои огурчики раньше, чем будут посеяны огурцы в грунт. Раскладываем по всей поверхности огурчики. Семена разложили и присыпаем сверху где-то на сантиметр теплыми влажными опилками. Всходы появятся примерно на третий день. Температура выращивания до 22 градусов. После прорастания всходов, как только появились маленькие крючочки, сразу же перенести в прохладнее место, чтобы всходы не вытянулись. Накрываем пленочкой, ставим на теплый подоконник и ждем всходов примерно на третий день. Прошло 4 дня, и на 5-й день вот такие всходы огурчиков. Еще вот здесь маленький совсем вылазит, эти уже побольше. Я их поставила в прохладное место, чтобы они не вытягивались. И когда будет 2 пары настоящих листочков, пересажу их в стаканчики. Прошло 2 недели. Вот такие росточки огурчиков в опилках уже выпускают по 1 паре настоящих листочков. Но сегодня я их решила пересадить в стаканчики в грунт, потому что им не хватает питания в опилках. Листики начинают желтеть, и рост 1 пары листочков настоящих остановился. Им нужно срочно грунт и нормальное питание. Сейчас вместе с вами будем пересаживать в стаканчики. Сегодня 22 апреля, и кого заинтересует такая посадка огурцов, еще не поздно у себя дома посеять огурчики и вырастить. У вас на 2 недели будут огурцы раньше, чем посеяны в грунт. Смотрите, как легко вытягивается росточек из опилок, не нарушая корешки. Смотрите, какие корешочки, не нарушая, не ломая, нигде ничего. Этот способ очень хороший. И сейчас эти росточки будем сажать в грунт. Сажаю я по
семядольные листики засыпаю. Почва у меня своя садовая. Песок, немножко перегноя и немножко просыпала золы. Все это смешала. И вот такую почву сажаю огурчики. Если посеять семена таким способом и позже высадить их в грунт уже росточками, то у вас примерно на 2 недели раньше появятся огурчики. Вынимаю из опилок их, и огуречный аромат идет. Сразу слышно, что это огурчики. Я уже сажаю по всей емкости, которые понаходила у себя дома. Уже все формочки, все занято рассадой. Корни шикарные. Скорее всего, этот способ я буду применять каждый год. Он мне понравился как эффективный. Хороший эффект от этого способа посева семян. Росточки получат больше питания и начнут хорошо развиваться. До пересадки в грунт, в открытый грунт, уже будет несколько пар настоящих листочков. И будут огурчики у меня пораньше. Взяла вот такой ножичек, потому что они у меня густо, очень густо повсходили. И чтобы не нарушать других, буду вытягивать вот таким ножичком, чтобы не нарушать другие растения. Я даже не обтрухиваю, не сбиваю опилки, и также с ними и высаживаю. Очень мне понравился этот способ посева в опилках. Потом, сейчас я их все попересаживаю. И потом включусь, покажу, чем я пролью их. Немножко придавливаем. Вот так. И следующий. И хочу сказать, честно сказать, что я уже даже их в этой формочке, эти огурчики, проливала удобрением. Но, по-видимому, это удобрение нигде не зацепилось, потому что это всего-навсего опилки. И какое может быть удобрение, и как оно может работать в опилках. Поэтому из-за того, что я не увидела положительного результата после пролива удобрениями, я решила в срочном порядке пересадить их в грунт, в стаканчики для полноценного развития. Ой, я не могу, такой аромат стоит огуречный. Вы просто не можете себе представить. Ну, как бы не видишь плода огурца, но слышишь его аромат. Это потрясающе. Вот раз и вытянулась, раз и вытянулась. Ну, скажу вам, что я в эту формочку сажала очень много семян огурцов. Ну, как бы я не рассчитывала, что эти семена взойдут, потому что эти семена у меня прошлогодние. И они, в общем, лежали в летней кухне, которая не отапливается зимой. И взошли, и много взошло. Ну, конечно же, не так много, как я сеяла, но 60% этих семян взошло. И их уже не страшно брать руками. Стебельки жирненькие такие, упругие. В общем, не боишься, что под рукой придавишь пальцем и поломаешь
растения. Все огурчики я пересадила. И сейчас после пересадки проливаю слабым раствором марганцовки для того, чтобы обеззаразить почву. Не очень сильно проливаю, так как грунт у меня был влажный, слегка. После того, как почва под огурчиками немножко просохнет, это будет примерно через 4-5 дней, я, конечно же, пролью комплексным удобрением, в котором есть фосфор, азот и калий, для того, чтобы хорошо развивалась корневая система, для того, чтобы нарастали новые листики. В общем, дам им полноценное питание. И огурчики можно удобрять раз в 10 дней любым удобрением. Очень хорошо они отзываются на зольные удобрения. Стакан золы на ведро воды и этим раствором поливать огурчики. Очень хорошо они реагируют на это удобрение. Сейчас я их пролью и ставлю на светлый подоконник, но без прямых солнечных лучей. Потому что растения еще молоденькие, и чтобы солнце через стекло не пожгло листочки. Сейчас у нас температура уже в квартирах прохладная, подоконники холодные. Поэтому им там будет очень хорошо, они не будут вытягиваться, им будет достаточно много света, и они будут хорошо развиваться. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Кто еще не посеял огурчики, сейте, и у вас будут на вашем столе очень ранние свои огурчики. Всем пока!